Я вырос в неполной семье, без отца. Воспитывали меня мама и бабушка. И потребность в отце я начал ощущать уже с детсадовского возраста. А вот в начальных классах страшно завидовал одногодкам, которые гордо вышагивали за руку со своими высокими, мужественными отцами, играли, катались на велосипедах, машинах. Особенно мне было обидно, когда кто-то из отцов целовал свою дочку или сынишку, брал на руки, и они смеялись, смеялись. Боже, видя все это со стороны, я думал, какое же это счастье. Своего отца я тоже видел, однако лишь на одной единственной фотографии, где он так же, как и другие отцы, улыбался, но не мне. Мама говорила, что он полярник, живет на далеком-далеком севере, на таком далеком, что и приехать не может. Уехал, работает там, но вот подарки на дни рождения присылает регулярно. В 3 классе, к своему горькому разочарованию, я понял, что никакого отца-полярника у меня нет, да никогда и не было. Случайно услышал, как мама сказала бабушке, что у нее больше нет сил обманывать ребенка и дарить подарки от имени отца, который на самом-то деле их предал. Хоть и живет богато, но ни разу не позвонил своему сынишке, не поздравил ни с днем рождения, ни с Новым годом. Артем так обожает эти праздники, ведь это единственные дни, когда он чувствует хоть какую-то поддержку, пусть далекого и мистического, но родного человека. И тогда, перед днем рождения, я сказал маме и бабушке, что мне не надо никаких подарков на мои любимые праздники от отца, которого не существует. Вы просто пеките мой любимый торт «Птичье молоко», и все. Мы жили очень скромно, на 2 небольшие зарплаты мамы и бабушки. Поэтому, став студентом, я подрабатывал грузчиком на вокзале и в магазинах. Как-то сосед Славка предложил мне поработать вместо него Дедом Морозом в предновогодние дни в детских садах и по заявкам из семей. От детских садов я сразу отказался. Мне казалось это сложным. Там нужно было разыгрывать целые спектакли и работать в паре со Снегурочкой. А вот на одиночные выезды по квартирам с приглашением Деда Мороза в новогодний день я согласился. Славка передал мне блокнот со стишками и загадками и адреса заказчиков. Репертуар был нехитрый и запоминался быстро. Это вам не сопромат сдавать. А вот боязнь опростоволоситься мне очень мешала. Однако первый блин, на удивление, оказался удачным. Когда я, посетив детишек по всем адресам, приехал домой усталый, но довольный собой, что не опозорился, и подсчитал заработок, то чуть не заплясал от восторга. Я за полгода, таская по выходным ящики и мешки, такой суммы не зарабатывал. После этого я начал зимой Дед Морозить ежегодно, а на летних каникулах пытался зарабатывать в студенческих строительных бригадах. Пока учился, моя личная жизнь не особенно складывалась. Не до того мне было, сами понимаете, учеба, вынужденные случайные подработки. Девушки, конечно, были, но до брака как-то не доходило. Вот окончу вуз, получу престижную работу, нормальную зарплату, обустрою быт, тогда можно и о семье подумать, мечтал я. И вот после окончания института, уже работая инженером, но пока на невысокой должности, задумал я купить подержанную иномарку. В семье уже был средний достаток, но на машину все равно не хватало, а мне так хотелось иметь свой транспорт. И тогда я снова решил поработать Дедом Морозом. Мама достала из шкафа мой новогодний костюм, сняла с него полиэтиленовый чехол и решила обновить. Добавила много блесток, и костюм засверкал. И расчесанная белая пышная борода мне тоже очень понравилась. Она скрывала мое лицо. Я наклеил густые брови и, рассмотрев Деда Мороза в зеркало, остался доволен. А мама вдруг вздохнула и тихо сказала: «Тебе, Артем, пора уже своих детей иметь.
а ты все чужих развлекаешь». «Успеется», — отмахнулся я. «Ну все, мамочка, пожелай мне удачи и пока». Чмокнув ее в щеку, я поехал зарабатывать деньги. За неделю до Нового года я дал объявление в городскую газету, и 15 заявок мне капнуло. Отработав по 6 адресам и вычеркнув их из списка, прочитал следующий адрес: улица Садовая, 6, квартира 19. Я вышел из троллейбуса и направился к дому. Садовая улица – это почти окраина города. Она была плохо освещена. Но я недолго искал дом номер 6, поднялся на 2-й этаж и позвонил. Дверь открыл малыш, лет 5-6. «На поляне у опушки я живу в лесной избушке», начал я привычно с порога, но мальчик меня перебил. «Мы Деда Мороза не приглашали». «А меня не приглашают. Я сам к хорошим детям прихожу», быстро нашелся я, но все равно немного растерялся. «Мама, папа дома?» «Нет. Мама ушла в соседний дом бабушке Тоне делать укол. Скоро придет». «А тебя как зовут?» «Артем». Надо же, тезка!» Немало удивившись, подумал я, но вовремя спохватился. Не буду же я говорить мальчику, что я тоже Артем, ведь я Дед Мороз. «Артем, а где ваша елка?» «В моей комнате». И он взял меня за руку и повел в свою комнату, которая, как и вся небольшая квартирка, оказалась обставлена более чем скромно. На журнальном столике около кровати вместо елки в 3-литровой банке стояла лишь ветка хвои, украшенная маленькими игрушками и гирляндой разноцветных лампочек. Тут же стояли 2 фотографии в одинаковых рамочках – мужчины и женщины. Я присмотрелся внимательнее и так и обмер от изумления. С фото на меня смотрел я сам. Но этого же совершенно не может быть. Я внимательно присмотрелся. Все так и есть. В рамочке слева была моя студенческая фотография в ветровке, а справа девушки, Елены Горновой. С ней мы познакомились как-то летом на студенческой стройке. Только ее фото было уже не студенческое. На меня смотрела милыми, но грустными глазами красивая женщина, очень похожая на ту веселую молоденькую Лену. «Кто это?» – спросил я, от волнения не узнавая своего голоса. «Это мама». «Твоя?» «Моя». «Ее зовут Лена?» – вырвалось у меня. «Ой, правда, вы угадали. Значит, вы настоящий Дед Мороз? А я думал, их не бывает». «А это кто?» – ткнул я пальцем в собственную физиономию, уже подсознательно догадываясь, что Артем мой сын. «А это мой папа. Он настоящий полярник. Представляете, живет и работает на огромной льдине. Мама сказала, что он уехал очень давно, когда я был еще совсем маленьким. Оттого-то я его ни разу и не видел. И даже не помню. Но он всегда присылает мне подарки на день рождения и на Новый год. И в этот Новый год я утром найду под подушкой его подарок. Дед Мороз любит туда их прятать». Я был в шоке, вспомнив детство и своего отца-полярника. Это что, мамы всех отцов-козлов полярниками называют и на Северный полюс отправляют? И я оказался в числе этих козлов. Мне стало так плохо, словно судьба ранила меня в самое сердце. Я тут же вспомнил, какой у нас был бурный, но короткий роман с Леночкой. Расставаясь, мы, конечно же, обменялись телефонами. Но сразу по приезду домой я ей не позвонил, а спустя несколько дней мой телефон украли. Частенько я вспоминал ее, но учеба, встречи с друзьями и подружками как-то вытеснили ее из моей жизни, из памяти. А она, оказывается, живет в этом же городе и не только не забыла меня, а воспитывает сама нашего сына, и мое фото поставила рядом со своим.
Я только хотел признаться Артему, что я его отец, как дверь отворилась, и вошла Лена. «Сыночек, прости, что задержалась. Бабушке Тоне пришлось вызывать скорую и везти ее в больницу». Увидев меня, воскликнула удивленно. «Ой, а мы Деда Мороза не приглашали!» Слезы счастья и радости хлынули из моих глаз. Я стащил с головы шапку вместе с бородой, оторвал пушистые брови. «Артем?» – изумилась Лена. И, как подкошенная, села на стоящий в прихожей пуфик. Села и разрыдалась так громко, что даже сынок Артемка немного испугался. Но Елена при виде сына быстро пришла в себя. А я сказал ему, что прилетел с севера и стал Дедом Морозом, чтобы сделать сюрприз для него и мамы. Радости Артема не было предела. Он смеялся, пел, читал нам стихи, отдыхал и снова читал стихи, держа нас за руки, словно боялся, что я снова надолго улечу от них. О подарке даже не вспомнил. Он ведь знал, что Дед Мороз положит папин подарок под подушку. Артем уснул, а мы с Леной разговаривали до утра, словно между нами не было долгих лет расставания. Утром я побежал в магазин еще за одним подарком и только тут понял, что случайно ошибся адресом. Зашел в дом номер 6А, а надо было в номер 6. Ночью эту букву «А» я не заметил и зашел не в тот дом, а на самом деле в самый нужный для меня дом. Какая счастливая судьбоносная ошибка, думал я, улыбаясь. Сейчас мы втроем, мы очень счастливы, а мама и бабушка не могут нарадоваться на внука и правнука Артема Артемовича.